Ночной небоскреб в Чикаго сиял огнями, как маяк над городом. На 27-м этаже в просторном офисе сидела Кристина Харрис, генеральный директор корпорации Nordwave Inc. Ее репутация была железной, строгая, требовательная, усталость ей неведома. Но глубокой ночью, устав от цифр и отчетов, она позволила себе минуту покоя. Кристина подошла к черному роялю Steinway у окна. Пальцы скользнули по клавишам, и тихие ноты Шопена заполнили комнату, словно ласковый ветер. В этот момент в офис вошел уборщик Дэниел, среднего роста, с тележкой для уборки. Он обычно оставался незаметным, но сегодня задержался взглядом. Перед ним сидела женщина, которой он обычно подчинялся, но ее лицо теперь смягчалось под музыку. Он осторожно подошел к роялю и, с уважением касаясь поверхности, пробормотал про себя. Шопен. Кристина впервые посмотрела на него по-настоящему и заметила что-то необычное в его глазах. Дэниел, когда-то талантливый пианист, теперь был уборщиком, скрывающим прошлое. Но в этот момент музыка оживляла его память и страсть, утраченную годами. На следующий вечер офис почти пустел. Дэниел тайно принес ключ от рояля и сел за инструмент. Первая нота звучала робко, но затем музыка разлилась мощной, чистой волной, охватывая стеклянные стены и ночной город. Кристина, вошедшая в зал с папкой, остановилась в дверях, пораженная силой исполнения. В тишине после последних нот она поняла, что перед ней больше не просто уборщик. Прошло 2 недели. На благотворительном вечере Nordwave огромный рояль стоял в центре зала. Кристина объявила, что на сцену выйдет человек, открывший ей музыку заново. Дэниел поднялся, теперь в костюме, сел за рояль и вновь зазвучал Шопен, но уже с полным раскрытием таланта. Каждая нота была признанием, и зал замер. Когда музыка стихла, Кристина подошла к нему и тихо сказала, что иногда шутки становятся судьбой. Дэниел улыбнулся, они обменялись взглядом, в котором звучала непроизнесенная симфония их истории. Музыка снова прозвучала тихо, словно подтверждая, встреча, начавшаяся с рояля в офисе, превратилась в их собственную мелодию, настоящую и незабываемую. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.